Бонджорно! Всем привет и добро пожаловать в один из самых именитых итальянских ресторанов в Бишкеке. Что мы знаем об Италии? Марчелло Мастроянни, итальянская паста. Сегодня у нас не будет Марчелло Мастроянни, но будет итальянская паста, закуски, десерты. В общем, все вместе с вами будем пробовать. Расскажу, покажу, как вы любите. Итак, мы начинаем. Погнали! Нам принесли форель с ньокки. Никогда не пробовал ньокки. Вместе с вами сейчас будем все это дело изучать. Посмотрите, какая красивая подача. Это ньокки картофельные. Нам сказали, что они их делают сами. Здесь у нас горошек, ну и какой большой кусок форели. Конечно, хочется это все поскорее попробовать, потому что аромат у нее просто невероятный. Так, берем форель чуть-чуть. Какой-то здесь очень, знаете, красивый соус. Он похож на какой-то крем. Давайте ньокки захвачу. Загадываю желание. Первый ньокки в моей жизни. Будем, ребята. Мамма мия! Что это за соус? Пожалуйста, расскажите мне. Это просто невероятно. Горошек такой немного полусыроватый, я бы сказал. Тоже мне нравится, однозначно мне нравится. Как это описать, как об этом рассказывать? Просто мозг взрывается от палитры вкусов, которые здесь. Очень нежная форель. Соус это просто какой-то космос. Ну и ньокки. Знаете, на самом деле не прям сильно ощущается, что они картофельные. Больше похоже, наверное, из-за текстуры, они похожи по вкусу, больше напоминают тесто. Давайте еще раз попробую и постараюсь опознать картофель. Сложно. По текстуре похоже на тесто. Картофель тяжело уловить, но нам сказали, что они из картофеля, поэтому как есть. Очень понравилось. Рекомендую. Нам принесли авторскую пасту с курутом от шеф-повара. И давайте посмотрим на нее. Так, здесь соус у нас бешамель на основе молока и муки. Он густой. Паста фетучини, самая широкая, это итальянская классика. Мясо говядина бонфиле. Ну и копченый курут добавлен как в соус, так и слегка посыпан сверху. Так нам объяснили. И давайте это дело пробовать. А как это дело пробовать? Сначала я попробую саму пасту. Возьму немножко... Да, я не совсем понимаю, как это кушается правильно, поэтому вы меня извините. Буду кушать как могу. Взял немного пасты, вижу здесь стружки сыра. Будем пробовать. Да, фетучини классные, соус богатый. И чувствую какие-то приправы или специи. Эта лапша определенно обладает какими-то интересными нотками, которые я считать не могу. Но все это сочетание очень приятно ощущается. Паста это всегда вкусно. Паста это всегда актуально. Ну и это как бы гордость всей Италии. Сейчас попробуем немножечко с мясом покушать. Видим мясо бонфиле. Давайте попробуем его просто... Ага. Чуть его надрежу. Окей. Вот попробую взять один листочек. Окей. Немного пасты. Вот так все это выглядит. Ну и будем пробовать. Ну да. Бонфиле. Мясо от пат. Жуется приятно. Ну и с пастой, конечно, веселее. Давайте я еще раз это все попробую. Мне интересно найти вкус курута. Курут здесь определенно есть, но он не делает это блюдо солоноватым. И за это, конечно, зачет шеф-повару. А мы пойдем дальше.
Нам принесли суп минестрона. Это классический итальянский овощной суп. И овощи зависят от сезона. Поэтому давайте посмотрим, какие овощи были использованы здесь. Давайте смотрим. Есть шпинат. Какая-то мелко нарезанная капуста. Никогда такую не видел. Напишите в комментарии, как она называется. Очень интересно узнать. Здесь мелко... О, это сыр. Я так предполагаю, что это пармезан, но я могу ошибаться. Сейчас будем пробовать. И еще, ну, видите, это, по-моему, мелко нарезанный кабачок, морковка, красный перец и, возможно, зеленый перец. Ну, выглядит достойно и на самом деле прям очень богатая палитра. Так, я возьму вот эту вот мелкую капусту с брокколем, чуть-чуть бульончика. Вот так это выглядит, и это сейчас буду пробовать. Будем? Чесночок еще есть. Прям очень такой душисто, ароматный. Суп обалденный. Давайте я сейчас возьму этого сыра, возьму каких-нибудь еще овощей. Ух ты, смотрите, какой маленький веселенький брокколи. И попробую вот так вот. Просто огонь. Мне очень понравился этот суп. Ну, такой вот очень бодрый, богатый овощной суп. Очень понравилось. Рекомендую. Еще смотрите, какая интересная штука. Нам принесли хлеб. И еще вот здесь вот замешали оливковое масло и бальзамический соус. Еще добавили туда черного перца. Нам сказали, что так делают абсолютно всем клиентам здесь. И прямо перед вами попробую. Чуть-чуть это дело обмакал. Давайте будем. Непонятно, это хлеб такой вкусный или это соус добавляют. Но хлеб определенно вкусный. Ну и соус, конечно, такой, знаете, двойная волна эффекта. Сначала чувствуешь оливковое масло, а потом тебя догоняет бальзамический соус. Прикольно. Это действительно прикольно. Это однозначно заслуживает внимания. То есть можно просто так хлеба много заказать и этот соус наяривать. Мы заказали брускетту. Это традиционный итальянский бутерброд. Я никогда его не пробовал. Давайте вместе с вами на это все посмотрим. Мы заказали классический вариант с томатами и с сыром моцареллой. Посмотрите, какая красивая подача. Ну и бутерброд, конечно, царский. Мы спросили, как его кушать. Нам сказали, как хотите. Можете нарезать, можете брать руками и кушать. Ну, вы меня знаете. Я возьму его вот так вот и руками буду пробовать. Не знаю, поместится или нет. Но если что, отрежем. Будем. Все сломалось, все посыпалось. Но я всегда кайфую от этого сочетания томатов и сыра моцарелла. Его часто используют в пицце, но здесь на бутерброде обильное количество, еще томаты свежие. Какой кайф. Это просто гранде, феноменально. Великолепно. Очень понравилось, именно классический вариант. Обязательно пробуем, друзья.
Друзья, итальянская кухня славится своей пиццей. Весь мир кушает пиццу, и в этом ресторане тоже готовят очень отменную пиццу, я в этом не сомневаюсь. Но сегодня я решил заказать нечто другое. Блюдо под названием кальцоне. Это что-то похожее на пиццу, единственное ее отличие в том, что начинка внутри. Ну и по форме, вы видите, он похож больше на наш чебурек. И на самом деле очень приятный и аромат от этого томатного соуса исходит, вот который вы видите, да, она помазана этим соусом. И я прям не могу удержаться, но все-таки, наверное, для начала попробую ее разрезать, чтобы вам показать, как это дело выглядит изнутри. Очень такое воздушное тесто, по ощущениям, пока режу. Ох, вы видите, сок из нее. Да, сочная начинка. Внутри сыр моцарелла. Нам еще сказали, что добавляют немного сулугуни. Открываю. О-хо-хо-хо. Вы видите, да, наисвежайшее кальцоне. Видим, сколько сыра. Ой, все, ребята, я больше не могу на это смотреть. Позвольте мне это дело попробовать. Давайте я немного приведу в порядок, в форму. Будем? Точно. Очень вкусно. Что могу сказать? Это похоже на пиццу, но из-за того, что томатная паста помазана сверху, ее, по-моему, внутри нету. То есть какая-то другая очередность вкусов идет. И тесто немного отличается от той пиццы, которую я привык кушать. Но это очень вкусно. То есть, если вы любите пиццу, без проблем заказывайте кальцоне, пробуйте. Ну, то есть, впечатления очень схожие. Ну, и ощущение от того, что вы пробуете что-то новое, конечно, придает, мне кажется, дополнительное удовольствие от всего этого. Забыл вам сказать, что здесь есть грибочки еще. Ну и, конечно же, сколько здесь сыра. Моцарелла – это просто one love. Давайте я ее вот так вот немножечко. Просто хочу чуть-чуть моцареллу попробовать. Да. Я вообще большой фанат пиццы. Я подготовлю для вас отдельный выпуск про пиццу. Но сегодня давайте вместе с вами еще раз насладимся этим замечательным кальцоне. Просто очень вкусно. Очень сочная начинка. Вот сейчас вот в глубине я уже больше чувствую вкус грибов. Беспроигрышный вариант. Ну и какой праздник без десерта. И сегодня у нас классика жанра. Итальянское тирамису. Посмотрите, какая подача. Гигантская просто тарелка. И вообще сказали нам, что это чуть ли не лучшее тирамису в городе. Но будем пробовать. Здесь посыпано это все шоколадом. Печеньки. Ух ты. Да, я прям чувствую, очень воздушно. Давайте мы сейчас сделаем так вот. Хо-хо-хо. Я чувствую прям очень легкий запах шоколада. Он прям так манит меня. Будем, друзья. Невероятно просто. Вы знаете, я забыл вам сказать, что сюда еще добавляют немножко бейлиса. Этот привкус бейлиса здесь присутствует, и он такой тоже легкий, слегка уловимый. Вообще, все блюдо, вообще вся концепция этого десерта заключается в том, что он такой воздушный, он как бы поднимает тебя вверх. Кстати, тирамису с итальянского так и переводится, как «возвысь меня». И вот эта вот легкая сладость, легкий привкус шоколада, легкий привкус бейлиса. И вот эти вот тончайшие прям нотки в сочетании дают вот этот вот гениальный десерт. И вообще для меня большая радость, что этот праздник сегодняшний завершается именно таким десертом. Будем, друзья. Ну как? Скажите мне, как можно остановиться? Один из лучших тирамису, который я когда-либо пробовал. Просто бесподобно. Очень вкусно.
Мы знаем, что итальянцы никогда не завершают трапезу, не попив чашечку кофе. Я заказал классический капучино. С утра мечтал о чашечке кофе, а после такой еды и такого десерта, но я к нему еще и вернусь, кстати. Немножечко кофе – это самое то. Да, ну, как бы я большой фанат кофе, поэтому для меня кофе – это всегда радость. Вот так вот, друзья, сегодня мы завершаем наш день именно такой вот вкусной, сладкой ноткой и немного горечью горячего итальянского кофе. Ну что ж, друзья, спасибо, что сегодня были со мной на протяжении всего этого выпуска. Ну и как обычно, полное меню данного заведения у меня в Телеграм-канале, а также подписывайтесь на мой YouTube-канал, жмите лайк, жмите на колокольчик, и все у вас будет хорошо. До новых встреч!